Здорово, легенды с Ютуба. Здорово, легенды с Твича, ВК-видео. Всем привет. Вниманию сотрудников, имеющих контакты с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно Что обратиться происходит? Почему? Сразу экшен какой-то. для прохождения внеплановой диспансеризации. Что тут? Повторяю. Вниманию Так, на чем мы сотрудников, остановились? имеющих Надо контакты с вспомнить. теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь в медцентр Выходим из для прохождения внеплановой диспансеризации. Вавилова, правильно? Название миссии — это отсылка на Король и Шут. Тихо. Видно. Есть. Слышал мразь летающую, но не вижу ее. Так, надо их отсюда, да? Здорово. Неплохо. Я. Дверь закрыта. Это что такое? Алло. Заперли, черти. А чё, я встать? Я вас понял. Не, в текстурах клево застрять. Одобряю. Спокуха. Что такое? Помогите. Да отстань. Ты-то хоть отстань. О, что заводит тебе? Ай, тихо. Где я? Да ё-моё. В 4 стенах заблудился. Я понял. Ау. Все хилки еще потрачу. Осужденным под номерами 704-557А, 907-44К и Что? 075-332С. Ваши дела пересмотрены. Установленная мера пресечения изменена. Они умрут? Просьба передать оборудование управления и проследовать в отдел социального контроля. Понял. Мне нравится. Есть. Ничего не понял. Да хоть. Все? На них, по-моему, вообще все потратил. Привет, Геродес.
Дела хорошо. Твои как? Какой-то мини-босс файт сейчас был неприятный. Все аптечки потратил. Я все заберу. Это ни в какие ворота. Так, тут еще есть кто-то? Откуда они берутся? Старший робот-техник Александр Ефимов. Вас ожидает бесстыжие. Нормально. Храс, ну не может же быть, чтобы Выброс. каждый раз они с этой березой так возились. Разумеется. В обычной ситуации этого и не происходит. Береза — это прежде всего символ, хоть и требующий аккуратности и заботы, раз в 2-3 дня. Да ты заколебешься через день ходить по 4 отделам за колбами. Ой. Меня здесь нет. Я Я не ожидал тут кого-то увидеть. Да? Да, ты летишь. Что за сборка? Что там интересного и необычного, уникального? Так, я это залутал. Эта игра как будто в хоррор превращается. Страшно. Никого. Двигаемся. А все, я обе достал, да? Водостойкого полимера подсоединена. Класс. Кайф. Отлично. Оттаивает березка. Оптимальный температурный режим восстановлен. Подсоединена. Кто-то тут есть? Вроде пусто. Мы сделали это, товарищ майор. Я сделал это, не примазывайся. Я оказывал Реально. поддержку и помогал морально. И хер с тобой, ладно, помогал. Живой хоть? Хоть вопросы не имеет смысла, но спасибо, я в порядке. Мы готовы уходить? Да, погнали. Да конечно, хули ждать-то? В натуре. Куда это, мать? На всякий случай. Поедем. Алло. Прием. Я в вакууме. О. Мы там же. Чего? Ладно, подождем. Без резких движений. Хоть бы
Музыку, блин, включили. Такую расслабляющую. Что правило? Не перевешиваю? Стоп. И водород. 11. Что? Набери. Ух ты, Храс. ёпта. Как погиб Харитон Захаров? Это При как загадочных произошло? обстоятельствах. Подробности его смерти Набрал неизвестны 11. никому, кроме академика Сеченова. При загадочных? Разве Дмитрий Сергеевич не рассказал, как все произошло? Разумеется, расскажу. Считается, что профессор Планов нет. Зубов поскользнулся и упал в лабораторную ванну с экспериментальным нейрополимером, представляющим всё так собой и было. агрессивную среду. Черт, жаль человека. Ну что же тут загадочно? По странному стечению обстоятельств не сохранилось никаких видеозаписей того печального эксперимента. на самом деле хотя все полимер подобные его процессы захватил. тщательно документируются. Ну, бывает такое иногда. Камеры могли вырубиться. Или данные не записались. Рука такая Вполне высокая. возможно. Еще одна странность заключается в том, что полимер не является агрессивной средой и не способен убить человека. Вы прекрасно через него плаваете. Но... Да, Герадос это- буду проходить. Да, но... Может, тот Ну, полимер был оказывается, на единственным колесико, таким экспериментальным образцем. и так можно. Опасная разновидность. Это я Ну, тупой. это вполне может быть. Но разве профессор Захаров мог не знать о том, что экспериментальный образец, с которым он работает, агрессивен, если он сам же его и создал, вместе с академиком Сеченовым? Чертовщина какая-то. Реально. Кстати, музыку включили. Ой, тихо. Локация подгрузилась. Выпускайте. Что тут тележку из Ашана возили? Что здесь происходит? Ой. Оружие? О, Элеонора. Нам нужно добраться Рад до вас станции видеть. Лесная и сесть на поезд до станции Солнечная. Дальше пешком. Ну и где искать нашу станцию? Надо пройти через деревню, в которой мы оказались. Идем. Да, Герадоса, едем еще дольше. Выберите желаемое действие. Так, что тут? Пульк? Круговая атака. У нас это все плохо, да? Удача. Урон роботам. О. А чего? А, тут либо то, либо все. Ну, да, будем по роботам шмалять. Полимеризуюсь. О, это кайф. Ой, как у меня много. Это что? Музыка пошла. Это что? Дополнительный чек. Челики у нас недоступны. Ну, просто персонажи. Хотел чихнуть, не получилось. Сейф. Все. Нормально. О. Ё. Фига. Выключить. Так, что пишет? Регламент. Регламент использования запасного выхода комплекса Вавилов. Данный выход предназначен для
экстренного покидания комплекса в случае необходимости, входа и выхода расквартированных в поселке лесника аспирантов и сотрудников комплекса или прохода ремонтных и обслуживающих бригад. Важно, в связи с тем, что этот вход находится ближе к главному входу в Вавилово по линии исследования поездов Могилев. Могилев. Как Моглев. Некоторые сотрудники пользуются им, чтобы срезать и попасть на работу быстрее. Это, разумеется, похвально, но распорядок регистрации нарушать нельзя. Все, кто не имеет отношения к списку выше, должны получить выговор и использовать штатный вход в комплекс. Распорядок. Пожалуйста, прочтите это сообщение при первой регистрации. Вы являетесь частью персонала комплекса Вавилов, главной житницей СССР и всего мира. Работа под руководством товарища Вавилова является одной из важнейших не только для ваших сограждан, но и для человечества в целом. Следите за своим внешним видом, манерами и отношением к коллегам. Не допускайте безалаберности, халатности и тунеядства. Содержите рабочее место в чистоте и не распространяйтесь о своей работе вне стен комплекса. Дрянь выросла за ночь. Жора, удали, как прочтешь. У меня на участке начала расти какая-то гадость, буквально вчера ночью. Похоже на, не знаю, злой баклажан. Шкварчит, жрет клубнику и вообще ведет себя непристойно. Я, как человек от растений далекий, волнуюсь. Мое дело коровы. Узнай, можно ли прислать кого-то из пестицидного, чтобы он брызнул в рожу этой брокколи, загулявшей чем-нибудь покрепче. Только так, чтобы моя Виктория не пожухла. Может, это сорняк ядовитый, хуже борщевика? Да уж похуже. Злая баклажулька. Что может быть хуже? Так, тут еще один компик. Так, распорядок. Это распорядок. Так. Дурдом с испанцами. Полина, у меня очень странное сообщение. Помнишь, Аркадий Владленович вырастил быка на полимерном корме Геракла, который был размером с дом. Нифига. В газете еще писали. Так вот, эти фотографии с животиной как-то утекли наружу и попали, внимание, к испанским животноводам. Да, я не шучу, к испанским животноводам. Короче, они хотят у нас для своей кориды, или как там она называется, заказать таких вот гигантов-быков. Мол, дружба народов, все такое. Я не знаю, кому писать и что вообще думать, но, возможно, это кого-то из начальства заинтересует. Сама в шоке. На кориду чисто. О, ружа. Ух ты, ёптель мопси. Ну куда? Не надо, дядя. Черт, пчелы! Чем это они занимаются? Летят меня атаковать. Производит ремонт разбитых роботов. Чем больше пчел занимается восстановлением, тем быстрее объекты вернутся в строй. В данный момент пчелы-ремонтники не опасны. Вы можете продолжать движение. Так они же их починят. Так они же их починили. Стоит подождать. Среди них пчела с камерой. Ей на глаза лучше не попадаться. Так, что это? Так, Городес. Риоты подогнали тебе Immortal 3. Ну, скорее всего, за что-то просто подогнали. Ретранслятор Гриф и Вэу Ветролов. Гриф связывает данный регион с экосистемой. Он находится в воздухе благодаря энергии от ветряного генератора. Управление Грифом возможно через терминал. Любая враждебная активность на глазах камер ромашек приведет к отправке сигнала второго... Не надо. А как мне не попадаться? И где мы теперь? Оу, щит. Open World начался? Серьезно. Нам куда? Видеокамер тут полно. Куда они передают все, что... Что Если вас обнаружат, то Гриф объявит тревогу первого уровня, и к точке вашего обнаружения сбегутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и Гриф вышлет в точку обнаружения дополнительные силы. Ой. Класс. Дополнительные Ну, силы какой уже именно здесь. уровень тревоги объявлен?
Индикация уровня тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего глаза. Бля, он чувствует. Дура, уйди. А ты куда, дура? Так. Пока ничего не понял. Но очень интересно. Что? Да хватит. Вы его не почините, я вам не дам. Я слышу его. А сколько там их? Бесконечно будет продолжаться? А, реально бесконечно? Ну, только неинтересно. Ну, какой в этом смысл? Так. Так. Проходим. Мимо. Тихо. Страшные звуки. Кто здесь? Что звук? Кто еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность? Полагаю, что абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел, взломанный предателем Петровым, Страшно. не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Там еще внутри. Ну, хоть кто-то здесь не пытается меня убить. И на том спасибо. Утка. Так, пока ничего не понимаю. Ты меня не видел. Он меня видел. Он точно меня видел. Что происходит? Я хочу в дом. Пустите. Ну тупой. Лежит. Стелс. Что это? Что-то это интересное пишут. Так, сроки горят. Костик, ну в рот компот, сколько можно ждать? Еще раз повторяю, рисуй нормально, без авангарду. Ты не Унавис и не Кукрыникс. Вот тексты. Ну, короче, я понял. Плакаты. Константин, ну что за фигня? Вы самый бестолковый сотрудник тут. Третий раз привожу вам баллон, а вас снова нет дома. На крыльце оставлять не хочу. Стащат. Проверьте кусты за домом. Сныкал туда. Опа. Константин Игоревич, доводим до вашего сведения, что нарисованные вами романы в картинках о сотрудниках отряда Аргентум редакции забракованы. Это комиксы.
Хотя лично главный редактор Тормачев интересуется, где вы так отлично научились рисовать, я интересуюсь, откуда у вас так много информации о работе сотрудников спецподразделения, особенно о ситуации в Болгарии. Сообщаем вам, что с этого момента вы будете находиться под внимательным наблюдением за вашими творческими успехами и социальной деятельностью. О, это что? Нейрополимер. Вот эту утку можно столсануть, так сказать? Или как с ней бороться? Закрутки. Ты чё? Дура. Здесь никого нет. Я говорю, тут нет никого. Что творит? Оп-оп. В кустах за домом что-то есть. Каких? Еще не пойму. Да что? Тихо, тихо. Не, а именно по стелсу эту хрень можно вырубить? Куда она стреляет? Спрятался. Ой, здесь корова. Страшно. Я ничего не понимаю. Так, ладно. Ну, я... Корова. Здорово. Две коровы. Кто тут ходит? Алло. Так. Что-то я как-то двигаюсь, да? Криво-косо. Просто не понимаю, куда. Тихо. Ёп, я его видел. Продолжает куда-то шмалять. Ладно, пойдем огородами. Стелс. Тут съемка видео какая-то происходит. Коровы. А внутри вовчики сидят. Правильно понимаю? А я правильно понимаю. Так, она сюда не снимает. Ой, пошла музыка. Камеру вырубай. Допустим. Не знаю, должно ли так быть. Но они сами напросились. Тихо, стелс. Дверь закрыть. Так, ну тут. Много их тут, да? Ой, тихо, тихо, дядь. Тихо. В телевизор его, правильно? Там за дверью двое стоят. Я боюсь ее открывать. В целом, что-то врагов накидали. Щедро. Тихо, Вован. Тут живут. Двое, блин. Там трое.
Что, раскидаем? А, вот так, да. Два. Тогда раскидаем. Блядь, дура. Ты что тут делаешь? Ай-яй-яй. Ну что, жив? Я готов бить. Ну чё? Тупо дед с батей на кухне. Он ждет. Конечно. Ну мы что делаем, правильно? Готовим атаку. Умно. Вы не можете с этим не согласиться. Что-то не ожидал, что там будет этот черный. Так, там двое. Там больше. Че их тут так много? Все бракованные. Вот тут. Олеза, ты был прав. Никто тут не следит за накладными. Все на доверии. Но сами себе злобные идиоты. Все, что мне удалось приныкать с последней инвентаризацией, я упаковал. Манька посторожит. Меня пока переводит в Павлов. Неделю-две меня не будет. За это время толкни все это барахло форсовщику. Если я прав, то мы 1002 рублей выручим с этого хлама. Да, Гераде, спасибо. Он уже недельку этот юбилей празднуется. Постановлением комитета АХЧ по предприятию 3826 присвоит бывшей деревне Лесника статус особого населенного пункта обслуживающего назначения. Все проживающие на территории поселка с момента утверждения этого документа считаются обслуживающим персоналом технической бригады комплекса Вавилов и находятся в подчинении главы поселка. Товарищи жильцы, с этого дня почетная обязанность день и ночь следить за работоспособностью веренных вам механизмов — ваша главная задача. Я думаю, они мечтали об этом. Так, все. Ничего интересного. Так, ну залутались. Только. Попробуем на лесопилке там. Только я не очень понимаю, что я вообще могу с ними сделать. Они же меня порешают. Корова. Там что? Там в туалете кто-то сидит. Так, что? Стелс? По каким-то причинам реально коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Что делать? По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Рекомендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов Вовчик, просил как поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности, Храс. Так, нормально. Пока Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности. Пока стелс рабочий. Ее можно обойти. дать. Потом пойдем какой еще Вовчика убил. Так. Вот этого надо бам-бам. Быстренько лутаем и убегаем. Там в доме что-нибудь есть, надо посмотреть тут на самой лесопилке. Эти мне друзья не интересны. Ну, вот так сразу. Так.
И валим отсюда. Курицу. Вовчик. Ты что там сел? Ты что, дурак? Куда он лезет? Ой, корова, не пугай. Там что-нибудь есть? Здравствуйте. Что он тут сидел? Так, эту штуку починили. Нам куда-то в ту сторону. В любом случае. Ладно. Пойдем в дом. Внутри кто-нибудь есть? Ну, помешал, ничего. Чё уж теперь. Как говорится, потом доделает. В следующей жизни. Так, а там замок на двери. Кинезис. Всё. Чё тут? Скучаю. Дорогая моя Анечка, к сожалению, на вахте я буду еще полгода. Но ты представляешь, как здорово будет, когда запустят коллектив? Никакой больше почты, телефонов, телеграфов. Мы с тобой будем всегда на связи. Я на Камчатке, а ты мне стихотворение читаешь или рассказываешь, как новый сорт яблок пахнет. Жду не дождусь, а пока целую письмо. В смысле экран. Ну, не целую, ну ты понял. Аня, что случилось? Я слышал, что тебя выносили на носилках. Спрашивал у твоих соседей по участкам, тебя никто не видел. Срочно напиши или позвони мне. Дорогая, выезжай немедленно первым поездом. Держись, ты у меня сильная. Твой Володя. О, Ниелова, это же это, нет? Которая в Вавилове, что-то с ней от растений там случилось. Уважаемый товарищ Ниелов, я узнал, что вы временно остановились в доме, выделенном вашей супруге на время работы в Вавилове, и пользуетесь ее личным терминалом. На ваш запрос сообщаю, что ваша супруга находится в комплексе Павлов на лечении. Состояние ее оценивается как стабильно тяжелое. Никаких подробностей сообщить не могу. От посещения требую воздержаться. Вас известят в скором времени. Да, это по-любому та самая девушка. Так, теперь отсюда он меня не засечет. А вот эту главную штуку можно как-то отрубить? Who knows? Так. Страшно. Кто-то громко ходит. Туда бы еще добраться. Так. Тут меня пасут, да? Здесь пробежим. Тихо. Ой, что так много? Пока нормально двигаемся. Что тут наверху? Что это за штуки?
Вижу, что можно. Что делать? Есть. Ну не все взрывают. Что есть? Слушай. Нинг, можно к тебе завтра на 9 записаться? Я уже отпросилась. У Людки на свадьбе прическа была, как в рекламе той Полив. Вот такую сделай, а? Чтоб утром одна была, а к вечеру другая, и цвет волос бы меняла. На обновлении Звучит коллектива, хайпово. говорят, все будут. И начальство, и чуть ли не иностранцы. Не хочу, как швабра, выглядеть. Ой, и лак полимовский захвати, а? Чтобы и ноготочки тоже цвет по настроению меняли. Нормас. Ой, полимеры, конечно, красота. Вот он я еще не лутался. Здесь я вообще не разобрался. Это вроде как в Скайриме, а вроде нет. Ну, давай. Есть. Так. Я вижу тебя. Я знаю, что ты здесь. А больше здесь ничего нет. Ау. Ну, я думаю, смысла нету. Ух ты. Только... там есть лут. Он курицу выгуливает. Падла. Ага. Здесь музыка нормально фигачит. Блин, что? Страшно? На каждом шагу они. Так. Тяжело. Так, стоять. Все. Мозг сломан. Блин. Запутался. Надо вот эти местами поменять. Да блин. Ребята, я сломался. Я справился. Так, где? Опять ты остался. Ну, короче, этот населенный пункт первым пострадал, я так понял. Когда вся заварушка началась. На воротах нет пениса. Тамара Васильевна, у нас с вами либо зрение работает по-разному, либо у вас есть какие-то проблемы, с которыми надо бы поехать в Павлов. Хоть убейте, но я не вижу на ваших воротах фигуру, показывающую неприличные жесты в виде двух пись. Это просто цветочки, узорчики или что-то там еще. Так что прошу прекратить писать мне жалобы. И всем на эти ворота указывать. У нас
Население в поселке молодые, они дурные, идеи быстро подхватывают. Стоять. Я еще вернусь. Идем смотреть на ворота. Где ворота? Где ворота? А, или вот те ворота. Ладно, потом найдем. Обращаем внимание на ворота. Все, которые найдем. История деревни, понятно. А тут что? О коровах. Напоминаю, что ниже поселка находится станция лесная, система магнитной левитации. Это один из важнейших узлов сообщения всего предприятия и величайшее достижение науки СССР. Так вот, это я к чему? Позавчера одна из ваших коров вышла на пути. Вы знаете, какие повреждения... Вы знаете, какие повреждения получит поезд Маглев при таком столкновении? Никаких вообще, но если вы не хотите, чтобы ваши звери очень быстро перешли в агрегатное состояние, пожалуйста, следите за их перемещением. Повесьте на них маячки следящие или что-то такое. Так, какой-то дом я еще хотел, да, залутать перед этим? Я смотрел на какой-то дом. А что тут? Это что? Оп, комод. Икона. Я еще туда хотел подняться. Прям поднимемся. Тут вроде все залутали. Там лесопилка, там турно. О. Нам пиздец. Понял. А чё, калашик? Мощная штука. Создание. Калаш. Недостаточно средств. Ну, калаш как будто бы must have. Ой, как я рад. Надо ждать. Ты пришел выбросить эту дурацкую перчатку. Что, хоть со мной за игру? Так. Что за синие штуки? Давайте определимся с вами. А вот это что? А, синие... Блин, нет. Камера. А, вот это... А это что? А, это эти вот штуки, все понял. А это? Ну ладно. Думаю... Ну ладно, она еще желтым просто говорит. Давайте попробуем подобраться. Я сохранился. Ты можешь залезть? Ну-ка. Ландшафт не указан. Вот эта штука просто светится. Как будто с ней можно взаимодействовать. Путями неизбитыми. Не пойму. Ну ладно. Пойдем. Две камеры. Где вторая? Так. А, ну вот, валан. А как мне до него добраться? Я тут залезу просто так? Нет. Ворота заперты через общую систему безопасности. Нужно получить доступ к системе. Единственный вариант добиться этого — как-то подключиться к камерам наблюдения. К сожалению, у меня таких возможностей нет. Для подключения к камерам существует специальное устройство. СДК-2, Валан. Система диагностического контроля камер может пригодиться не только для диагностики. Надеюсь, что где-нибудь здесь оно имеется. Согласно имеющимся данным, устройство с таким названием есть в данной деревне совершенно точно. Я улавливаю его сигнал. Используйте сканер, чтобы определить его местоположение.
Ты чё? Ты меня не видел. Он меня не видел. Он пугает все, что происходит. Он меня видел. Вот сейчас он ушел. А чё, как до него добраться? Да, сын? Он докопался. Где он? Иди сюда, папа. Да подойди. Лох. Да ёп. Я прыгать не умею еще. Здорово. Где ты, мразь? Куда он делся? А, ёп. Где он? А, вот он. Тебе конец. Мне конец. Так. А, ну он так-то вообще нету. Он супер опасен. Что сделать надо? Да он летит. Он эту хрень будет чинить? Ой, бред. Ладно, пойдем внутрь. Я так понял, нам сюда. А что, ты не залезешь? Я ничего не понимаю. Как тут передвигаться? Да ты меня не видишь. Что ты сам? Где он? Сейчас, Фольга, я тебя уделаю. Так, все. Блин, надоело. Двигаем. Здрасте. Подковку подними. Так, что тут интересно? Жалоба номер 13. Довожу до вашего сведения, что ответственный за лесозаготовку товарищ Кислевский забрал в собственное пользование несколько роботов модели «Работник» и приспособил их у себя в курятнике. На вопросы «Зачем?» товарищ Кислевский ответил, что любит разводить куры, таким образом хочет создать видимость наличия у себя домашней птицы. С его слов, роботы похожи на топчущихся петушков. Прошу срочно принять меры. Мало того, что это возмутительное присвоение списанных аппаратов в личное пользование, так еще и выглядит невероятно глупо. Да, нормально. Товарищ глава отдела работы день и ночь. Работа? День и ночь работают... А, робот. Идет. Товарищ глава отдела. Роботы день и ночь работают. Устают, наверное. Давайте мы их подменим. Что они как рабы на галерах?
А, я понял, ну это работяги пишут. Сторож. О, Джунас. Мы же все люди, поможем им, сделаем работу, а они отдохнут, погуляют, а то дня не видят. Больно смотреть же. А нам не сложно, мы люди рабочие, нам не привыкать. Фига он тип. Пьяный лесник. Опа. Вчера вечером 2 жителями поселка был обнаружен местный лесник Хенес Мухамбет. Будучи в нетрезвом состоянии и приступе паники, он утверждал, что видел в лесу ходячую избушку на курьих ножках. Цитата. Задержанный лесник был обнаружен после того, как несколько раз выстрелил в направлении леса, убегая от него в сторону поселка. Никаких комментариев дать задержанный не смог, так как повторял только историю про избушку. Произведено внушение, проведена воспитательная работа, оружие изъято. Опа. Нами задержан некий М. Горшинев, студент-натуралист, член туристического кружка МГУ. Обнаружен на закрытой территории с гитарой на спине, с взъерошенными волосами и без верхней одежды. Далее показания самого барда. Замученный дорогой, я выбился из силы, попросился на ночлег в дом лесника. Пожилой мужчина пустил меня. Выглядел добродушно и даже пригласил отужинать. Предлагал чувствовать себя как дома. И утверждал, что не откажет в гостеприимстве. Заинтересовавшись моей работой по сбору фольклора, заверил, что может рассказать множество историй. Когда на улице стемнело, я сидел за столом. Лесник сидел напротив, вел непринужденную беседу. Особо хвастался тем, что среди местных животных его все знают, и подчеркивал, что ему нравится подкармливать волков. Поначалу я пропустил это мимо ушей, однако среди ночи волки и правда завыли под окном. Я испугался. Однако старик, молча улыбаясь, встал и покинул дом. Не успел я сообразить, что происходит, как он возвратился с ружьем наперевес и сказал: «Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес». Я выпрыгнул в окно и тут же побежал прочь, пока не был пойман патрулем. В общем, лесник наш опять с помощью записи волчьего воя издевается над туристами. Это надо прекратить. Ладно, студент Барт, а был бы там какой-нибудь служивый, отобрал бы ружье, да снес бы ему голову. Разберитесь? Вот это прикол. Чуть не пугал. Так, лут. Мы лутаемся на калашников. Это то, что нам надо. Так, ну все. Ой, что? Тихо. Звуки страшные. Так, я чего-то не понимаю. Ну вот он, этот валан. А как туда подняться? По трубе? Ну, вроде все залутали. Застрял. Ну алло. Больно. Очень больно. Ой, неприятно. Кошмар. Кто со мной дерется? Я не понимаю, как туда залезть. Мне нужна подсказка. Помощь другу. Так. Какой? Где ты? Говно ты, а не боец. Реально. Сюда. Да, лут. Где лут? Чего? Че, их уже нельзя лутать повторно? Как туда залезть? Алло. О, понял.
Неожиданно. Это и есть устройство взлома системы безопасности? Взломать эту систему не так-то просто. Да? Отсутствует доступ к системе безопасности. Необходим код доступа. Куда торопишься, внучок? Бабзина, ты что ли? Не забыл старуху-то? Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять сподручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. А вот отыщу для тебя какой чертежик. И валам взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записаны где-то. К тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Вот ты даешь, мать. Та самая? Уже иду. Где изба твоя стоит? Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там. Скоро буду. Допустим. Слушай, Вань, я под конец вахты начал с помощью световой азбуки общаться со смотрителем маяка на той стороне Вначале озера. показался, это Киркоров Видишь, говорит. стоит. Анива называется. Подумал, ему там, наверное, одиноко. Ладно, я тут на станции твою работаю, мать. хоть деревушка, люди радушные. Ловил Только можно. под землей опять же. А его же вместе с самим маяком привезли с Сахалина. Сколько это тысяч километров? 2? Представляешь, он там на море жил, кораблям сигналы давал, а теперь здесь стоит. Ему должно быть тоскливо. Короче, просьбу. Безопасно? Пообщайся с ним тоже иногда, ладно? Ну все, пост сдал, пост принял. Удачи. Как будто бы да. Ничего интересного. Оп. Ладно. Руки помою. Не помою. Что там? Ух ты, ёп. Ты чё? Сейчас будет босс-файт? Отпусти, сучёныш! Да ну нет же. О! Бабзина. Ну да, такую избушку бы я тоже... Чуть не убил меня, испугался. металлолом долбаный. Выглядит круто. Так. Оп. Я так понял, это приглашение. А вот и я, внучок. Спасибо. Спасибо, Бабзин, подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу. Опять. Чайку попьем. О, давай. А ну-ка. О, касцену. Опа. Чайку себе сам нальешь. Классный телек. Что показывают? Мультики. Господи, присядь да посмотри. Гагарин. Еще что за... Тихо. Касательно информации о Внимательнее смотри. внутреннем сбое на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен, последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен, информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит? Всем нам. Международный скандал. Согласен. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект «Атомное сердце». Мой проект. Вот так. Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Было. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда Я очень не рад, повторится. товарищ Сечено, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки.
Обидел. Но это Никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро рабочий класс на Западе сбросит с себя ярмо угнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР, запуск нейросети «Коллектив», запуск операции «Атомное сердце». О какой ответственности вы говорите, товарищ Сеченов? Опа. Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии наук, но боюсь, что для меня вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сеченов? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзин. Откуда у тебя эта передача? Это не передача, милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Реально. Слишком много хочет знать. Бабзина. Гостиниц забери в углу. Кодами от Валана, небось, и сам знаешь, как пользоваться. Да, чертежик прихвати. Мой ремшкаф знает, что с ним делать. Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Да уж, подруга. Спасибо, мать, цены тебе нет. О май. Классный ход. Никого зовите. Будем воевать. Выберите желаемое действие. Так. Да блин. Одной штуки не хватает. Да и на эту штуку тоже ничего не хватает. Ладно, идем дальше. Да уж. Непростая ты старушка. Разве? Ты путаешь чего-то, внучок. Ну да. Изба летающая. Компьютер квантовый под потолком. Перепутаешь тут. Не, я таких, как ты, не встречал. А может, память у тебя девичья? Я, может, после ранения мелочи какие не признаю. Да уж тебя бы точно запомнил. Мелочи? Не признал. Ладно, у тебя дело важное было. Отлагательств поди не терпит. Есть такое. На ВДНХ мне попасть надо. Тут где-то станция железнодорожная должна быть. Аккурат за деревней она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Только на небо внимательно поглядывай. Зачем? Странную ты дома животинку держишь. Это не животинка странная. Вот. Чаек у меня такой своеобразный. А курица? Ну, как курица. Вполне обычная. Чего? Шутка юмора. Ты чего? Чипированных куриц не видел? Мы же на предприятии 3826. Чего здесь только нет, как в изумрудном городе. Не видел. Вообще не знал, что такие бывают. Ну, не видел, так посмотри. Пялится на меня. Как ты выжила-то? Да не выжила я. Умерла. Как это? В смысле? Дурачок ты, что ли, такие вопросы задавать? Так бы взяла половник и дала тебе по башке. Выживать обучена, так и выжила. Ладно, все, давай. Так, мне пора. Ступай, касатик. Кстати, внучок, ты там внизу пару колечек не находил? Золотые такие, в коробочке, с литерой предприятия 3826. Кольца в коробочке? Нет, Бабзин, такого не видел. Не до этого было. Ну, ступай, ступай. ВДНХ ждет, ага. Спасибо большое. Правда помогла. Стой. Она про что? Тебя ведь там Штокхаузен ждать будет. Так. Да откуда ты все знаешь-то, а? Верблюда. Передай фрицу, если бы он не бегал за чужими бабами, может, все по-другому бы вышло. Опа. Слушай, ладно, я вообще не понимаю, о чем ты. Машину в деревне возьми.
Пешком до станции далеко. Спасибо. Храс, кто такая эта баба Зина? Затрудняюсь ответить, товарищ майор. Я с ней не знаком. Да? А мне показалось, что ты в курсе. Почему вы так решили? Да ты ни слова не проронил. Наверняка не хотел, чтобы она тебя услышала. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный вывод относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за проект «Атомное сердце», о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молотовым? Таких данных у меня Всё, тоже нет. Стань, Этот меня вопрос это лучше бесит, задать эта штука. академику Сеченову лично. Ладно, неважно. Да. Если потребуется, шеф сам скажет. Пошли искать дорогу на станцию. Все, запускайте на номер. Зачем они ее спавнят? Заново. Так, Мы, наконец, в системе. Вся местность как на ладони. Ищем нужную камеру. так, где там ворота? Вот это, да? Вот и ворота. Открываем. Все. Что там дальше что-нибудь есть? Всё. Валим. Он же воскресит ли эту мразь? И он стоит, ждет меня, смотри. Там разуто. Валим отсюда. И это мразь. Вау. Да. Успел? Вроде успел. Там этот мега-вовчик. Что происходит? Помогите. Я пока ничего не понимаю. Меня кто-то бьет? Меня уже кто-то бьет. Меня сейчас кто-то убьет. Где? Иди ты. Ай-яй-яй, все. Что происходит? Я регистрирую еще. Понял. Что? Бред то, что их всех воскрешают. Как тут зачищать территорию, если они все время появляются заново? Алло. Что, сломался? Реально? Все сломался. Убили сразу навсегда. Ладно. Перезайдем. Не. Интересно.
Или их все-таки можно как-то навсегда убивать, чтобы их не восстанавливал? Камера-то ладно, пусть восстанавливает. А просто робот. Продолжить. Надеюсь, недалеко откинет. Раз там советы раздают. Гениальные. Грузись. Дайте поиграть. Может, можно как-то вот эту систему отключать, не знаю. Вот эти штуки, откуда они вылетают. То это бесконечная война будет. Угу. Так. Я открыл. Я открыл. О, работает. Отличная новость. Эта возможность однозначно пригодится. Здесь типа в тачку надо запрыгнуть. Блин. Такое себе развлечение. Валим. Просто реально не понимаю, как тут лучше действовать. Отстань. Полный газ. А что, их сбить можно? Пошла. Блин, ну здесь лутаться надо по-любому. Старушки. Да, выдох. Тихо. Несется. Что происходит? Судорога. Ну тут хоть не прилетают их чинить, правильно? Нам спокойно лутаться. Удалили.
Мне калаш надо собрать. Калаш требует жертв. Там что там? Там кто-то что-то. Кто-то что-то происходит. Где? Или мы туда еще съездим, как вы думаете? Не, ну мы сейчас вообще в другую сторону. Сложно. Ничего не понятно. Как здесь лучше действовать? Да иди нахер. Как они все видят. Отстань. Я в домике. В прямом и переносном смысле. Комбо. Что с ним? Просто огонь тут отображается. Так, лутаем дальше. Так. Собрано. Пойдем наверх. Тут кто-то есть. Маленькую хилку. Так. Берем все вообще. Запрыгивает. Звук страшный. Это обычно, да? Раз на раз уже вообще изи выскакиваем. Что это? А. Не жгут. Там еще внизу. Вроде тоже большой, да, еще? Просто до конца не понимаю, тут есть смысл, ну, в другую местность отправляться, или нас потом все равно туда отправят по сюжету. Там и закрыто, да? Да, туда нас и не пустят. Понятно. Так, тут дом. Лутабельный. Что? Ой, нет, всё. С ними так нельзя. Пытался сбежать, да? Не вышло. Все, пойдем отсюда. Где мы там припарковались? Бабушки, ба. Да отстань по-братски. Они меня бесят его.
Хорошо, их тут не лечит, реально никто не устанавливает. Был бы вообще крах. А там что? Блин, там тоже что-то интересное. Зачем вы так делаете? Ну, топот как будто очень близко. Но тут никого. Да блин, он меня увидел. Я его не вижу. Так, там есть ящик. Так, надо хотя бы Вовчика стелса бабахнуть. Ты дурак? Ты меня через забор смотришь? Падла. Бесня. Ой. Вовчик разлетелся. Что он там пилит? Дурак. Включили. Ящик, хорошо. Всё. Хилок мало. Патрон много. Вот хилок не особо. Да ну, кажется. Надоели. Конец. Попался. Я уходил с этим. Все, теперь можно до станции ехать. Кто кликнул? Вот эта штука так обведена. Как будто из комикса. Убежище. Сейф. Так, что, калаш делаем? Наконец-таки. Еп. Сюда. Оуе. Забирается сразу. Здесь. Так, а его надо куда-то поставить, да, в слот? Или
Или что? Или где? Как его взять? Майор, оружие. Что за бред? Алло. А вот, ух, слабо. Ой, у меня тут что-то дофига всего. Так. Подожди. Давай. Вот это мы берем. Дробовик точно. ПМ. Это пистолетная. 90 колоса. Крепочный надо. Хилки. 4 штуки. Не знаю, пистолетную взять больше. Давайте еще для дробовика. Водка. Берем. Ну и 40. Все, да? Так, найс. Не сразу. А что водку дают? Что она делает? Повреждение. Ага. Отлично. Все, ехали дальше. Где наша бричка? Завожу. Ну, музыка тут сказка. Поехали. Капот сломался. Управление, конечно. Тихо. Здравствуйте. Так. Справедливо. Лут. Сильно. Поехали дальше. Так, еще дом. Не поворачивайся. Отлично. Послушный. Минус. Ну, поставил сумму. Готовим. Комбо выдал. Видели? Нормально. Лутаемся бодро. Что тут еще? Этих не будем уже бить. Поехали дальше. Заводи. Кто стреляет?
хоть туда еду? Тихо, не стреляйте. Ай. Да блин. В повороты вписываться вообще неприятно. Где я? Далековато. Так, что тут? Что-то одновременно страшное и интересное. Ты меня не видел? Или видел? Как думаете, он меня видел? Что, калаш, может, попробуем? Плюс вайп. Ты чё? Ну... Не знаю, странно. Ой, что я делал? Зачем я это делал? Как будто бы... Ладно, его еще попрокачивать надо. У него дальность вообще суперская, по идее. Что тут прям страшное произошло. Столовая. Тут гусенка. Найс. А чё? А туда. Да ё-моё. Перегородили. Что, надо обойти здание, чтобы туда попасть? Или в чем здесь подвох? Потому что туда тоже вроде не... Ну ладно, давайте попробуем. Пойдем. Дурак. Тут закрыто. Ё-моё. Он сюда смотрит. О. Эффектно. Блин, там в черном костюме. О, вот. Так. Лутаемся. Поплыли. Так. Берется, плывем. А куда плывем? На крышу. Ой, в окошко. Здрасте. Ты чё, как О, дела? выживший, вы все-таки есть. Здорово. Послушайте, вам надо срочно уносить ноги с предприятия. Да я бы, может, и рад. Только кто весь этот бедлам без меня разгребать будет? Нет, у меня еще тут дела. Ага, мы с ребятами тоже так думали, пока поезд ждали. Ладно, пусть вам больше повезет, чем мне. Бедолаги. Так, и там что?
А там что? А там как? Сюда? Так, запутался. Ребятушки. Так, ну я почти приехал, я так понял. Где тут лучше? Показал. Может там что? Не все? Пропустил что-то? А, сорян. Думал, все собрал. Там стол. Есть кто? Ладно, что, пойдем. Там два типа караулят. Тут уже, наверное, пешком пойдем. Класс. Отстрел ведется жесточайший. Что тут дофига патронов? Далее. Сколько надо потратить? Это прикол. Здорово. Что я думал, калаш поприкольней. А он что вообще никакой. Да. Вообще не нравится. А вот и станция. И поезд на месте. Осталось только сесть и уехать. Искренне надеюсь, что никаких препятствий к этому не имеется. Не каркай, а то окажется, что на дверях поезда стоит замок с гребаными колбами. Где? Ну, алло. Ну. Попался. Короче, калаш вообще не советую тут никому. Оружие неоправданное. Так, что там много их. Избушки. Ну, ладно, повоюем. Надо же этот патрон применять, правильно? Что? Ничего нет? Так, лучше. Закрыто. Вижу цель. Вижу. Давай сюда. Так. У меня, по-моему, эта способность, блин, в разы сильнее, чем этот колосс. Дебильный. Кругом трупы. Роботы застали людей врасплох. Никто не ожидал. И Нечаев наносит победный удар. Да уж,
Я сам бы не ожидал. Роботы подняли страну из пропасти, в которую нас загнала коричневая чума. За 10 лет люди привыкли, что гражданский робот — это надежный помощник. Все это очень печально. Ну, туда, я думаю, стоит подойти как минимум. Тихо. Есть. Ты что тут? Невозможно. Решительно невозможно. Отсюда невозможно уехать. Да, в таком состоянии точно не уедешь. Решительно. Да тут все проклято. Вся станция. Весь Моглев, начиная с билета. Понятно. Простите, мне надо на поезд. Видели? За ней. Уе. Секреточки находим. Собрал звездочку. Опа, звездочку вроде. Геродесыч мне советовал накрафтить. Я так понял, это такое оружие массового поражения в ближнем бою. Так, что по врагам? Здорово. Билетов нет, касса закрыта. Ну нет, Понял. да нет, что кричать-то? Остаточная полимерная память, судя по всему, и что логично, вбирает в себя самые яркие жизненные переживания. Не согласен. Это могут быть последние воспоминания. Не может советский гражданин зациклиться только на работе. А комсомол, а пионерлагерь, а мечты, культура. А сами вы многое помните и цените? Все, закрыли тему. Ты вообще просто программа. Человек. 07, 06, 5, 5. Понятно. Что это код? Опа, пошла. Вся советская программа. Что это было? Вот, ладно, все, погнали наверх. Давайте последнего довольно. Патрон Николас чисто потратить. Лежать! Засудились. О, можно туда так попасть, да? Давайте. Если нам дают такую возможность, надо использовать. Что сейчас все рыбы делают? Это же полимер, а не вода. Так, все. Шарики? Шарики. Так. На всякий случай. Здрасте. Бармен. Добрый день, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь». Гордость и транспортной системы предприятия 3826. Так. Мне нужно срочно попасть на ВДНХ. С удовольствием, товарищ. В данный момент загруженность транспортной линии составляет 0%. Вы можете отправляться немедленно. Так, а ты случаем не взбесился, как остальные роботы? Разгонишь состав посильней, да разобьешь в лепешку вместе с нами. Безопасность пассажиров есть первейшая задача любого роботизированного транспортного средства. Наши алгоритмы... Видал я ваши алгоритмы. Храс, может, на станции есть информационная нейрополимерная капсула с руководством по управлению поездом? Найдем ее, и ты сам поведешь этот вихрь. Почему реально К сожалению, данная станция не является узловой. Информационной капсулы с руководством здесь быть не может. Твою мать. Ну тогда вези, чё. Отлично, поехали. Если у вас есть билет на поезд... Какой нахрен билет, ты дурак?
Кругом трупы, на предприятии введен экстренный протокол. Запускай состав немедленно. Товарищ, согласно советским законам, безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин. Я не фиксирую у вас признаков беременности. Предъявите справку от гинеколога. Сука, я у тебя сейчас признаки беременности зафиксирую. В случае наличия у вас умственной инвалидности предъявите справку из психоневрологического диспансера. Ну все, пиздец тебе. Товарищ майор, обращаю ваше внимание, что данный Рафик не является автономным роботом. Он и есть скорый поезд «Вихрь». Его уничтожение выведет поезд из строя. Ладно, сюда, слушай, обморок. Где мне взять твой сраный билет? Вы можете купить билет в ближайшей кассе. Пассажирам с детьми доступны льготные тарифы. Какая нахрен касса? Все убиты. Кассы не работают, билетов нет. Товарищ, согласно советским законам, безбилетный проезд возможен только для инвалидов и беременных женщин. Все, сука, заткнись. А то точно придется до ВДНХ пешком по шпалам идти. Так, ладно, отойду пока. Ну и что мне теперь? Каждый труп обыскивать? Предлагаю сначала поговорить с убитыми, прошедшими полимеризацию. Да не в восторге я от таких бесед. Ну, кассира. Ну, он по-любому там, да? В самом Билетов деле. нет, касса закрыта. Мне нужен билет на поезд. Какой нафиг билет? Кругом озверевшие роботы. Помогите! Убивают! Мужик, тебя уже убили. Музыка пошла. Орать поздно. Я должен укрыться, отойдите! Вы сдадите меня роботам! Скажи, где Ты билет? уже укрылся. Роботы к тебе больше не подойдут. Скажи, где мне взять билет на поезд? Я не стану открывать кассу. Меня заметят роботы. Попросите билет у кого-нибудь. Билеты не именные. Качает. Расскажи. Невозможно. Решительно невозможно. Товарищ, у вас билета на поезд не найдется? Билет? Да, у меня есть билет. Давай мне, Но где он он? бесполезен. Это почему? Потому что эта станция проклята. Разве Да дай вы не билет и все. видите? Я бы назвал это иначе, но не хочу тебя разочаровывать. Нет и не может быть иных толкований. Это проклятие. Говорю вам, совершенно точно. Сначала я проспал, потом забыл документы, потом перепутал время отправления, потом чуть не опоздал. И когда я добрался до сюда за минуты до отправления поезда, все застыло у меня перед глазами. Это проклятие. Однозначно. Товарищ, Давай билет. разрешите я заберу ваш проклятый билет и избавлю вас от дремучих суеверий? Забирайте. Забирайте скорей, и тогда проклятие рассеется. Не факт. Спасибо. Я думал, придется прям далеко фигачить. Нормально, повезло. Не выходи. Здравствуйте. Вот тут что делать? Добрый день, товарищ. Давай. Все, запускай. Поехали. Вот билет. Запускай двигатели. Товарищ, ваш билет просрочен. Ваш поезд ушел 4 часа назад. Пожалуйста, обменяйте просроченный билет в кассе нашего вокзала. Просрочен? Да ты серьезно? 4 часа назад тут все были уже мертвы. А ты в это время туда-сюда катался, что ли? Запускай двигатели, пока цел. Проезд по просроченному билету невозможен. Это поступок недостойный гражданина СССР. Пожалуйста, обменяйте просроченный билет в кассе нашего вокзала. Да чтоб ты сдох, скотин пуз... Так, ладно, отойду пока. Они меня вывести хотят, я понял. Стратегия. Так, вояка у тебя есть? Коллега, спасти. Провал.
Извините, товарищ, у вас нет билета на поезд? Раменки. Срочно ехать. Авария. Что? Всех подвел. Люди погибнут. Раменки. Правильно, что ликвидирован. Солнце. Зад. Да ё-моё, снова мимо, блин. Не все роботы одинаково полезны. Не полезны. Учту, мне пора. Так. Может, тут всех вроде раскинул? Могу нормально пройти. Это у того чувака, да, которого надо сзади обойти. Который сдал отправление поезда. Чё я сразу про него не вспомнил? Он же прям явно ждал отправления поезда. А я еще, главное, у первого, да? Такой. Ну, повезло, далеко бегать, но сейчас. Товарищ, а не уступите билет на поезд? Очень надо. Вы живой? Скорее бегите. Покиньте территорию. Не могу. Мне все это раз... Мы с коллегой тоже так думали, как... Билет давай. То есть ваш билет тоже просрочен? У меня проездной на месяц. Месяц? Нет, месяца еще не прошло. Товарищ, разрешите... Вы видели Рафика? Ни в коем случае. Это точно. Еще немного общения с этим железным мудаком, и я умру от тоски. Так что насчет билета? А что с ним? Билет. У вас проездной остался или нет? Да, забирайте. Он Если в кармане значит, лежит. эти трупы Не могу убивают. дотянуться. Я сам дотянусь, спасибо, товарищ. Не подходите к Рафикам. Это опасно. О. Кайф. Трэш. Такое. Криповое. Вывели меня. Так, ну я надеюсь, этот он уже примется, все. Заколебал. Все, у меня льготный. Товарищ. Давай. Вот тебе, да. Все. Этот билет подойдет? Теперь ты поедешь, кровопийца? Товарищ, почему вы сразу не сообщили о наличии у вас проездного документа? Козлина. Это Ну, ускорило бы козлина. отправление поезда. Может быть, потому что в тот момент у меня его не было? То есть это не ваш билет? Проезд по чужому проездному документу – это поступок недостойный гражданина СССР. Что ты сказал? Не волнуйтесь, дорогой товарищ. Проанализировав окружающую обстановку, я пришел к выводу, что вы сотрудник силовых структур, занимающийся исправлением случившегося ЧП. Да не может быть. Очевидно, что при сложившихся обстоятельствах у вас есть право беспрепятственного перемещения. Ты издеваешься надо мной, что ли? Консервы, Прошу вас занять Налей мне любое что-нибудь. понравившееся место, дорогой товарищ. Поезд отправляется через 10 секунд. Воистину, свершилось чудо науки. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Солнечная. Храс, я все никак не пойму, Наконец. почему вообще возникли сомнения в том, как умер профессор Захаров. Мы уже говорили на эту тему. В той печальной истории слишком много темных пятен. Постой, я хочу разобраться. У меня, кроме Сеченова, другой родни нет. Для меня это важно. Понимаю вас, товарищ майор. В чем именно вы хотели бы разобраться? Не могу представить, чтоб Сеченов убил своего лучшего друга. Бред какой-то. Просто везде мясо Зачем ему лежит. это? Незачем, разумеется. Если, конечно, Захаров не пошел против него, как другие соратники. Например, доктор Филатова. Филатова пошла за Петровым. Она влюбленная женщина. Так. Чувства затмили ей разум. Так, блядь, это что еще за хуйня? У меня такой же вопрос. Да ёпт. ёбаные пироги, что за... Ежеха. Держитесь! Да неужели, бля? Приехали. Наша остановка. Тири-ти-тири-ти-ри-ти. Ой. Все плохо.
Шток. Серьезно? Что, русской земля к себе тянет? Вставай давай, в укрытие. Докладывай, что Сеченов говорит. Значит так. Спокойно. Значит так. Товарищ Молотов сейчас едет прямо сюда на ВДНХ. Пригнись ты. Товарищ Сеченов хочет, чтобы вы прямо сейчас направились туда же и включили учебную тревогу, ясно? Это еще нахрена? Ладно, допустим. Что-то еще? Да. Товарищ Сеченов просит передать вам это устройство. Полезно, спасибо. Агент Петри, вы же солдат. Вы должны прикрывать меня. Ты чё удумал, Вот и прикрывайте. Чего? Ты куда? Слизняк упади! Auf Он с дубинкой теперь? Это кто? Это я? В клетку, домой. Что? Что за Final Fantasy? Ай-яй-яй, тихо. Что делать? Мне надо со спины обходить? Или туда выстрелить надо? Оп. А тут красиво. Прям как в Москве. И даже лучше. Более футуристично и более масштабно. Моя Чертежи для улучшения. Твоя что? Ага. Лингвистическая ошибка. Это моя любимая идея архитекторов. Понял. О, сейф. Все. Чей-то. Так. Оборвалок. Да, тут разума совсем не осталось. Не могу больше так. Хватит, прошу. Бедолага. Последнее, что он запомнил, это боль. Не повезло. Я не могу так много работать. Мне нужен хотя бы один выходной. Судя по всему, это один из младших разработчиков программного обеспечения коллектива 2.0. Перед обновлением нейросети у них были крайне сложные трудовые будни. И дедлайны сжаты. Все как всегда. Ясно. Ну, друг, у тебя теперь времени свободного много. Юра, прости, мы все. Он иссяк. Крас, я вот все думаю, что у них с голосом. Насколько я могу судить, полимерная память говорящих передает звуковые потоки через речевой модуль интерактивного помощника устройства мысли. То есть, если нормальным языком, они через нейроконтроллер говорят? Видимо, да. К началу свободного распространения контроллера мысли голосовых профилей было создано всего 2 – мужской и женский. Поэтому голоса кажутся похожими друг на друга. Само собой, при жизни люди разговаривали вполне обычно, а спектр голосовых профилей со временем обещают значительно расширить. Ты поэтому так смешно хрипишь? Товарищ майор, некрасиво высмеивать то, что человек не в состоянии изменить. Да ладно, шучу я. Прекрасный голос. Человек. Так. Есть что-нибудь? Что-то есть. О. Ёп. Ё-моё. Так. Так. Ну, повоевать там придется. А что это, типа... Вот эти зоны, это что? Она работает? Ладно. Какая-то бесполезная штука, на самом деле. Вот, до конца я не понял. Так, ну пойдем исследовать, что тут. О, опять эта блудница. Доступ разрешен. Так, на звездочку надо все накопить. Что? Что? Ты откуда взялся? Ерунда. Откуда он взялся? Ладно.
Со спины еще, блин, напал гадин. Так, выберите желаемое действие. Может там это персонаж какой-то. Вот, физурон по-любому. Прокачиваемся. Максимальное здоровье. Дополнительная работа. Все вкачиваем пассивки. Так. Там гнида. Так. Надо вот к этой идти. Полигон 1. В ту сторону, да? Я тебя вырублю. Так. До свидания. Так, а вот это что? Хрен знает просто, как лучше идти, двигаться. Но этих можно во все толпы расстрелять. Ну нет, ну их чинят всех, серьезно. Уходим. Тихо, он с палкой. Почти. Ну, чуть-чуть. Не беси меня. Тут без всяких приколов, да? Просто лутануться можно. Чтобы лето не кончалось. Так, выносим все. Наверху. 5 штук. Даю. Опять эта штука. Зачем она нужна? Ей же ничего нельзя отключить. Тут что? Камера наблюдения. Не понимаю. Просто камерами управлять. Какой в этом смысл? Их же нельзя деактивировать. Бесполезная какая-то штука на самом деле. Сохранение данных.
Тут что? Хочешь со мной повоевать? Ладно. Так, куда меня? Где этот полигон? Туда. Пойдем туда. Почему вы столь предубежденно относитесь к товарищу Штокхаузену? Да потому что я не люблю подхалимов. Он сначала по Берлину строем ходил, а теперь образцовым коммунистом стал. Вы несправедливы к нему. Товарищ Штокхаузен уже во времена Второй мировой был врачом и ученым, доктором медицинских наук. Да хватит его оправдывать, Храс. Не нравится он мне. Не за то, кем он был или не был. Он вечно попусту суетится и лежит зад начальству. Вот и все. Закрыли тему. Круто. Ну что, где тут этот полигон? Да как внутрь-то попасть? Сколько мне тут еще бродить, как слепому кошаку? Товарищ майор, подумайте хорошенько. Быть может, вы что-то не учли. Не может быть, чтобы не было способа проникнуть на ВДНХ. Камера, сука. Че, в этот полигон, типа, пока нельзя попасть? Или я опять чего-то не понимаю? Тут закрыто. Сверху. Там. Это просто лут. Ладно. Пока, конечно, ничего не понимаю. Может, условно. Что тут? Вот штука. Может, камерой дверь открыть? Угу. Ну, хоть зачем-то эти камеры нужны. Здрасте. Ясно. Я так понял, это допки все, да? Телефон. Еще один. Оп, приехал. Тут
Сразу все плохо. Товарищ майор, мы получили доступ к научному полигону. В будущем в таких местах вы будете находить ценное вооружение. Вот они, ваши научные штучки. Все бы вам светлым будущим. Доступ разрешен. Так, чего не хватает? О, чуть-чуть осталось. Ну что тут ящика не стоит, как обычно? Что, должно хватить? А ну, пробуем. Авторизация. Да. Что, нормально. Фига там урона. А ну-ка. Махаться будем. Сильно. Так, я теперь надо поставить. Калаш можно убрать, наверное. Авторизация. Пока он точно беспонтовый. Так, свет. Давай. По-по-по. Это возьму. А чё, я же взял кассет. А, там кассетника нет. Точно. Ладно. Пойдем. Тут другой удар. Управление магнитными полями. Угу. А где что? Понял. Так, стоп. А как? Естественно. Задачи магнитно-механического цеха полигона номер 1. Пункт 1. Изготовление образцов для всех видов испытаний и исследований. Пункт 2. Изготовление корпусов для поршневых и термических установок. Пункт 3. Плоская и круглошлифовальная, а также электроэрозионная обработка деталей. Ой. Есть. Чем занес? Нормально. Там враги. Плохо, неважно. Что-то есть. Идем. Куда идем? Ничего.
Куда я иду? Очень уверенно куда-то иду. Не понимаю, куда. Здрасте. Термические установки на полигоне номер 1 работают на основе Архимедова винта и тепловой энергии термосферы свеча. Установки генерируют 2 миллиона киловатт-часов электричества в месяц. Этого достаточно, чтобы поддерживать весь полигонный комплекс в рабочем состоянии на протяжении года. Да что началось-то сразу? Что происходит? Где это что-то? Я вообще не пойму, что происходит. Ой. Достаточно поиздевались. Куда идти? Просто катакомбы какие-то. Так и должно быть. Просто куда угодно иду. Прям пойми. Это вот я первую, типа, классную штуку, да, нашел? Окей. Допустим. Капец, как тут ориентироваться? Карта тут работает? Естественно. О, где тут это, да? Слышите? Опять этот музыка. Это что? Особый транспортер ценных грузов. Или товарищ Лутягин, как его в шутку прозвали сотрудники. Ценный груз — это хорошо. А что же он закован? В его основе лежит прототип вечного полимерного двигателя, который заставляет... Скучно. Короче. Он быстро перемещается между заданными точками. Стоит его отпустить. Да он стоит намертво. Сломался ваш вечный двигатель. Так, тут все походу, да? Машинная, техническая. 2 помещения. Ну, куда-то наверх дальше. Пойдем. Мы же там смотрим обратно. Вот.
понял. Товарищ Лутягин. Я знаю, что ты там. Кто бы ты ни был. Сейчас будет мощно. Все? Не все? Так. А чё? А как? А дальше? Ну? Не понял. Это с новых. А шо, куда? Нет. Не сюда. Техническое. Что техническое? Тут все закрыто, да? Не понял. Куда опять? Я там что-то еще не нашел, получается. Там золотой еще должен быть, да? Обидно. Ничего я еще не нашел. Как же так вышло? Так. Он всегда играет, да? Даже когда залутал. Неприятно. Некуда. Тут некуда. Там вот куда-то выше можно было подняться. Но как подняться, непонятно. Вон туда типа. Вот тут. Что надо сделать? Выключено. Тут. А, ёп. Дурак. Внимание всем сотрудникам полигона номер 1. При срабатывании сигнала о начале испытаний в цехе просьба немедленно покинуть зону испытаний во избежание несчастных случаев. Помните, советский человек всегда бдителен на производстве. Работник предприятия 3826 бдителен вдвойне. Так, никуда. Вот туда? А, вначале вот туда. Как мы это можем сделать? Можем вот здесь пропрыгать. Дурак. Опа. Так, стоять. Где он? Что он? Он. Тут. Так. Синяя в центре. Не удивляйтесь, что в недрах гражданских полигонов можно найти доступ к современному оружию. Наука всегда очень тесно сопряжена с войной. Это у тебя так программой заложено? Скажем, это мое убеждение. Даже мультфильмы, которые вы так любите, начинались с революционных разработок разведки. Как это ни прискорбно, именно война является двигателем прогресса. Не знаю, откуда у перчатки вдруг убеждения, но хоть по мне и не скажешь, я за мир. И мультик.
Лежать. Ты все забирайся с собой. Сундук вижу. Тот самый. Отлично. Ну-ка, замочек. Идем в обратку. Слышу золото. Первый полигон. Все, ну. Найс. Зачистили первый. Что я уже предвкушаю, что будет босс-файт с этой ежихой, которая снесла поезд. Мне это очень не нравится. Туру-туру-туру. Приехали. Была бы тут винтовка какая-нибудь прикольная. Туру-туру-туру-туру. Что, едем? О, это виднеется. Ой, тихо. Мы где? Мы недалеко, да? Ну, все, я понял. Так, а что на карте теперь показано, что мы его зачистили? А, ну он так показан. Так, а куда нам по миссии? Вот сюда, да? Ладно, пойдем по миссии. Прогуляемся. Вот сейф. Сохранение данных. Что за штука? Ее что же можно на этой, да, открыть, я правильно понимаю? Давай попробуем. Тут камера рядом нет. А, есть. Давайте попробуем. Интересно просто, что можно сделать с ним. Так, это где? А мы где? Это мы? Кто это? Не это. Открыл. Посмотрим. Интересно. Что мы теперь можем сделать? Вон там тачку можно взять. Так, и чё? О. Оп. А чё будет? Чё это? Что это дает? Я понять не могу. Хоть что-то дает?
А если перезагрузку эту сделать? Что будет? Перезагрузить. Так. Гриф. Машина подачи энергии. Ага. Я понял. Типа отвлечь внимание. Ну такое. Не самая нужная штука, по-моему. Заперто. Как всегда. Храс, открывай. К сожалению. У меня нет функции отпирания дверей. Понятно, можешь не продолжать. Будем искать способ. Пила на пила. Я победил в этой борьбе. Делаю. Ну здесь явно будет босс-файт. Я прям вот вижу. Это арена готовая. О, валанчик. Отлично. Пока. Так, что тут у нас? Что-нибудь есть? Вы собираетесь отключить гриф? Но гриф не отвечает за открытие дверей ВДНХ. Мне нужна любая зацепка. Начну с грифа. Интересно, конечно. Они все жутные. Ой, все плохо на самом деле. Ой, все еще хуже. Ой, сейчас, Вальга, я тебя этого я вообще не ожидал, честно говоря. Достань. Махаю. 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 Бам. Да блин. Сколько можно? Сколько? Так. Так, все, вроде неплохо. Что это за... Нет, отстань. Да какой уровень тревоги 1? В смысле? С чего вдруг? Я же его вырубил. Блин. Нормально подкрался. Ну а ты чё зыришь?
Да понимаете. Вы привлекли слишком много внимания, майор. В смысле? Скоро здесь будет жарко. Не надо, умоляю. Не надо тут жарко. Кнопка техобслуживания грифа. Что она дает? Гриф приземлится для взаимодействия с техником. И долго он будет стоять? Без контакта с инженером-ремонтником очень недолго. Что вы задумали? Взлечу на грифе и осмотрю местность сверху. Может, увижу что-нибудь. Валим. Возле трубы. За трубу цепляться, что ли? Держитесь крепче. Взлет на грифе конструкции не предусмотрен. Может, спуститься по канату? Ну, погнали. Сейчас будет. Я, уверен. Интересный факт. С высоты птичьего полета можно увидеть, что трава в парке высажена в форме мирного атома. Птичьего? Птичьего полета. Желаемое действие. Так. Желаемое действие. Тут реально больше таких винтовок, да? Ну, наверное, вот рельсотрон крутой. Так. Я думаю, мне сейчас понадобится вот это. Скорострельность, точность. У меня что-то одно, да, ставится, типа. Все сломалось. Да. Да. Тихо, не лагать. Урон давайте. Все на урон. Давайте котельник поставим. Блин, не хватает. Давайте поразбираем что-нибудь. Что еще я теперь помню? Сколько там надо? Я что-то забыл. 16. Еще одно надо. Угу. Так, сейчас потихоньку улучшимся. Пойдем в бой. Нормально. Пистолет мощный теперь. А что насчет этого друга? Увеличивает урон с каждым попаданием. Звучит. Так, а если взять калаш? Можно лучше? Что там есть? Приклад. Увеличивает урон. Просто не знаю, что мне сейчас вообще может понадобиться. Урон. Здесь сильный урон. Сильнее, чем на калаше. Ладно, пока пестика хватит. Берем. Так. Дробаш. Надо пистолетные патроны. И хилки. Водка есть. Вроде ок. Сохранение данных. Сейчас будет мясо, я уверен.
Прям арену. Твою мать, вот это сюрприз. Конечно. Опять она. Берегитесь, робот ежиха Что 7 делать? очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. Много. Я понял. А что где теперь? Я не понимаю, что происходит. Я отвлекся. Прошу прощения. Я понял. Тут бегать же вообще нельзя, да? Правильно? Помню. Только уворачиваться. Че, у меня после каждой смерти игра будет краситься? Алло. Помогите. Если что, я пробел нажимаю. Он просто не работает. Подгрузил. Так, как с ежикой этой драться? Я вообще не выкупаю. Первую башню, понятно, она в нее влетает и все, а дальше что делать? Бегать нельзя. Интересно. Есть у кого какая-нибудь тактика? Сейчас будет 3000 траев. У каждого противника есть уязвимые места. Но это я понял. Что делать? Непонятно. Надо будет сразу попробовать. Твою мать, вот это сюрприз. Берегитесь, робот ежиха 7 очень опасен. Да кто бы мог подумать, а на вид такое солнышко. А вот тут такие же штуки. Что, они будут подниматься? Куда надо? Ну вот, если не будут подниматься. Вот что мне делать в таком случае?
Не, тихо. Да дайте отойти. В смысле? Это нечестно. Патронов нет. Ёпсель-мопсель. Что происходит? Твою мать. По-братски, активируйся! По-братски! Давай, покажи, на что ты способен. Ну, я выиграл. Это был мирный робот? Серьезно? Это вот эта вот штука мирный робот? Вам виднее, товарищ майор. У вас богатый опыт взаимодействия с боевыми роботами. Идем забирать отхил и сейвиться. Трэш. Доступ разрешен. Жесть. Так, пистолет мы забираем. Ну, пистолет нормальный. Мощная штука. Так. Что у меня по ресурсам-то? Ну так. Что это? Нормально. Будем молниесик фигачить. Ага. Все, найс. Ахилки я не взял, да? Выберите желаемое действие. Умник. Так. Кого берем? Давай кассетник. О. Выберите желаемое действие. Ой, не то, блин. Он все равно... Давай для дровяка поменьше. Еще 2 хилки возьму. Вот так. Все. Можно идти. Ну, мразь. Такой басян неприятный. Как торжественно. Впечатляет. Сразу чувствуется, что стоишь на пороге чего-то величайшего и знаменательного. Если б только не трупы вокруг. Торжества подготовлены по случаю всесоюзной полимеризации и запуска сети коллектива 2.0. В понедельник сюда прибудет все высшее партийное руководство. До понедельника я здесь все исправлю. Буду рад, если ваш оптимизм оправдается. И тут заперто. Кто все это запирает? У него дома, наверное, даже сортир на кодовом замке. Система зеркал должна сфокусировать потоки солнечного света на модели... Левое зеркало не работает. Что-то застопорило подъемный механизм и не позволяет зеркалу подняться. Понятно. Снова лазать по подвалу. Где? Не входить. И череп с костями. Очень ободряет. Где это я? В данном подземном уровне размещена система магнитной амортизации. Все здешние помещения заполнены подвижными сборками электромагнитов. Значит, на них можно воздействовать электромагнитным импульсом. Да, надеюсь, это меня не убьет? Я тоже на это надеюсь, товарищ майор. Мы все на это надеемся. Почему здесь по одной монетке? Товарищ майор, вы уже проникли в комплекс ВДНХ? Частично. Как это понимать? Буквально. Я в секторе магнитной амортизации ищу способ открыть вход в ВДНХ. Ты можешь открыть мне дверь? У меня нет таких навыков.
Это ваша компетенция. Тогда не суйся под руку. Опять эти уроды, Усат. Ну куда ж без вас? Че уставился, ушлепок железный? Пора на свалку! Готово. Больше нет злодеев. Зачем тут вообще этот гребаный лабиринт? Система магнитной амортизации была разработана учеными Киевского политехнического университета. Это очень сложное комплексное устройство, изменяющее свою конфигурацию согласно текущей ситуации. То есть это страховка на случай природной катастрофы? В том числе. Но главное назначение амортизационной системы – это ее обкатка. Здесь, в дружелюбных условиях нашей планеты, система будет усовершенствована для дальнейшего применения в космосе. Круто. Наука — это сила, тут не поспоришь. Нам бы еще как-то найти путь через это гребаное магнитное царство. Шапки были, костюмы были, сапоги были, плана не было. Ты о чем? Да мы с напарником тут работали на магнитах, и каждый день боялись, что нас по недосмотру заземлит. Носили штаны прорезиненные, таблетки пили, фольгу под каску пихали, чтобы не разорвало магнитным полем. А убили тебя роботы? Да не роботы, а недальновидность. Нужно было еще бронежилетами запастись, оружием. Понимаешь, не в роботах проблема, а в плохой подготовке. Всегда нужно наперед знать. Дальше-то что? Ко всему все равно не подготовишься. Нет. Это оправдание слабых. Хочешь совет, брат? Всегда держи при себе все, что может пригодиться. Каждый патрон трать с умом. И от убежища до убежища перебежками. Я так играю. Не суйся без нужды. Как же скучно жить, по твоему совету, будет. Зато будешь делать, как я. Дальше проживешь. Есть в этом маленький логический проеб. Но тебе, конечно, видней. Действительно, проеб имеется. Так. Вот. Дайте мне посмотреть, что тут вообще происходит. Так. Ну... Ее еще откуда-то открыть надо, да? А я что-то это просрал этот момент. Откуда? Не понял. А он. Ты где это? Брат, какого черта товарищ Молотов ополчился на академика Сеченова? Зачем нужна была эта комиссия за 2 дня до запуска коллектива? Ведь все уже готово. Именно потому, что все уже готово. В смысле? Ты хочешь сказать, что Молотов со своей комиссией спешит отобрать у академика Сеченова плоды его трудов за 2 дня до запуска? Совершенно верно. Этот сбой, устроенный Петровым, прекрасный повод обвинить академика Сеченова в неспособности управлять предприятием 3826, а следовательно и всем процессом полимеризации СССР. При чем здесь Дмитрий Сергеевич? Это же дело рук Петрова. Это по его указке роботы превратили предприятие в свалку обезображенных трупов. Боюсь, что товарищу Молотову нет дела до количества жертв. Впрочем, как и товарищу Сеченову. Чего? Ты что несешь, перчатка? Дмитрий Сергеевич делает все, чтобы прекратить этот ужас. Правильнее будет сказать, что это вы, товарищ майор, делаете все, чтобы прекратить весь этот ужас. Да, но меня послал академик Сеченов. Не спорю. Но с какой целью конкретно? Взгляните на ситуацию трезво, товарищ майор,
И товарищу Сеченову, и товарищу Молотову выгодно, чтобы информация об этом кровавом сбое не вышла за пределы предприятия 3826 и не стала известна всему миру. Потому что всему миру не докажешь, что во всем виновата горстка ублюдочных предателей. Мир решит, что советские роботы опасны, а это не так. И здесь я тоже с вами соглашусь, товарищ майор. Однако что из этого следует? Из этого следует то, что теоретически и товарищ Молотов, и товарищ Сеченов должны быть одинаково заинтересованы в том, чтобы весь этот кошмар прекратился как можно раньше. Не так ли? Ну так, и что? А то, что вместо этого мы видим самую обычную борьбу за власть. Академик Сеченов, вместо того, чтобы обратиться к правительству и ввести войска на территорию предприятия 3826, которые уничтожат агрессивных роботов или задержат Петрова, либо предпримут иные эффективные действия, делает все для того, чтобы скрыть трагедию от всех, включая правительство. Что происходит? Нельзя вводить сюда войска. Слишком много народу. Кто-нибудь может слить информацию врагам, и все пропало. Но ведь можно ввести на территории предприятия абсолютно надежных людей. Например, спецназ или отряд Аргентум, подчиненный лично Сечину. И прикрепить к ним настоящих боевых роботов, которые наведут тут порядок очень быстро. Вам ли не знать? Но это же, в смысле, ебучие пироги. Ни хрена не понимаю. Почему тогда так все сложно? Потому что академик Сеченов не может ввести сюда войска и боевых роботов без разрешения и прямого содействия правительства СССР. Наоборот, он делает все, чтобы никто в правительстве не узнал о... И вот из-за этой мелочи тут все заклинило? Сложно тут у них. Вы можете подняться на поверхность прямо вместе с зеркалом. Так, стоять. По центру должно быть. Нет, но я в курсе, что у высшего партийного руководства в коллективе будет больше полномочий, чем у рядовых граждан. Но это нормально. Весь мир же не может принимать важные решения. Вот как? И почему же? Ну, во-первых, за их исполнение кто-то должен отвечать. Они... Ви уже проникли внутрь ВДНХ, товарищ майор? Платформа Кондор с правительственной комиссией уже вылетела из Москвы. Они будут здесь уже скоро. Раз комиссия не приземлилась, значит время еще есть. Не мешай работать. Мне так и доложить академику Сеченову, что его вопрос мешает вам работать? Ты лучше доложи, как ты драпал от роботов на железнодорожной платформе, вместо того, чтобы помочь. Я не солдат, товарищ майор. Я работаю головой, а не руками. Проходить через роботов — это ваша задача. Чё? Я молчу. Ну вот и отлично. Куда не попасть. Ну что, они все с этих сторон заперты? Тут код нужен. Надо искать. Это надо искать. Сохранение данных. Ты кто? Чем можешь сватик в записках найдем код от той двери. Безобразие. Довожу до вашего сведения, что худрук театра Плесецкой Ласточкин взял манеру своих гостей, которые после посещения его заведения нередко оказываются на веселе, приглашать на ВДНХ. Шумные и нетрезвые гости ведут себя неадекватно, однако в связи с тем, что зачастую эти высокопоставленные чиновники управы на них нет, прошу принять меры по недопущению гостей Ласточкина на выставку. Для большинства людей, как сотрудников, так и гостей ВДНХ, ВДНХ представляет собой не более чем аттракцион с любопытными экспонатами. На деле все сложнее. Это испытательный полигон психологического воздействия технических новинок на обывателей разного уровня развития. Мы в АПО день и ночь анализируем реакции, которые присылают нам систему наблюдения за гостями, чтобы выявить приоритеты для дальнейшего развития внешнего вида роботов и сопутствующих технологий.
Слушай, Карим, я серьезно, кто-то ходит ночами по выставкам. Да, я видел, что камера ничего не фиксирует. А еще я видел светящуюся фигуру. И я не был пьян, ты знаешь, что я не пью с войны. Она словно из стен вышла, как шаровая молния, прошла мимо экспонатов и ушла в темноту. Плюс несколько экскурсоводов тоже говорили, что видели кого-то похожего на летающую женщину, которая плачет в темноте. Если это чьи-то шутки, то я любезничать не буду, ты меня знаешь, зубы выбью. Хоть кто этот шутник будет. А если нет, короче, я требую, чтобы ночные смены меня не ставили. Так. Опять про Ласточкина предупреждение. Тут просто сотрудники. Так, ты чё? Чем я могу быть полезна? Мне нужно попасть на выставку. Как Открывай. открыть двери? Замок открывается моим мультиключом. Ошибка. Мультиключ не найден. У всех моделей Терешковых указательные пальцы на руках могут превращаться в ключи. Это одна из базовых... Так, ну чё, где его? Кто здесь? Типа добрый? Я так и не понял, почему эти рафики добрые и не нападают ни на кого. Так, сейчас тут запрос плакатов. Так, небольшая редактура. Ничего. Ничего Что мне теперь смотреть на это недоразумение, на машину эту подлую, которая меня убила? Она все-таки тебя убила. Это ненадолго. Скоро все исчезнет. Да уже исчезает. Только легче не становится. Я даже не помню, как меня зовут, а эту рожу металлическую помню. Почему Помню, на как нас он не мне нападает? собак кишки вспарывал. Нам сказали, что вскоре роботы нас заменят, как персонал. Заменили вот. Бедных людей повырезали только. Роботы эти ваши. Ты козел. Оставьте меня уже. Что с прищуром смотрит, падла. Да, я иду. И здесь трупы. Без этого никуда, ну ничего. Это просто открыть надо. Найс. Так. Ну, что-то там надо. Что-то. Казалось? А вот и рука. Что этот железный извращенец с ней делает? Это робот-официант. Который обслуживает убитых им же людей. Пришибут. В данный момент робот не бессилен. Можно получить руку без боя. Товарищи экскурсоводы, внимание! Посмотрел я записи вашей работы. Что это за скука? Робот Рафик представляет собой технические характеристики еще. Вас же дети слушают. Пионеры, школьники. Надо интереснее. Вот, смотрите. Что это? Это робот Рафик. Он дружелюбный и веселый. И пусть он немного пузатенький, но с ним точно классно. Ну или... Да хрен. Я эту дрянь живой не оставлю. Офигенно. Вот так прям детям и сказать? Офигенно. Не передергивайте. Ну, не офигенно. Как-нибудь. Делайте экскурсии веселыми. Пусть октябрята по роботам полазят, что ли, покатаются там на них. Они безопасные и веселые. Мы должны привить ребятам интерес к роботам, а не усыплять. Есть.
Аватар. Да, я. Че, я руку-то забрал? Выставка достижений народного хозяйства. Почему название такое же, как у выставки в Москве? Первоначальное название ВДНП, выставка достижений научного прогресса, было признано неблагозвучным. Для многих туристов и гостей аббревиатура ВДНХ стала знаковой, и наш выставочный комплекс на предприятии 3826 использует ее скорее как товарный знак. Понятно. Скрытый тест ВДНХ. Разработанный лично товарищами Елизаровой и академиком Сеченовой тест на интеллект посетителей выставки заключается в фиксации направления взгляда гостей при входе в комплекс. Камеры ромашки фиксируют последовательность взгляда, определяя, что привлекает внимание гостя в первую очередь. Яркие цвета, антураж, сложные устройства, плакаты или роботы. Последовательность выбора точек интереса свидетельствует о развитии интеллекта. Наиболее низкий. Цветовые пятна, стены, декоративные элементы, сложные устройства, роботы. Наиболее высокий – роботы, сложные устройства, элементы освещения. В настоящий момент разрабатывается дополнительный алгоритм, который по вниманию систем безопасности типа ромашек и ульев поможет выявить потенциальных правонарушителей или шпионов. Звучит хайпово. Эти. Так, на руку я взял. Но я так это-то не увидел. Никому на глаза не попался он. Вот от двери. Мужики, может, у вас он? Или... Что? Поплыл. Понял. Лады. Блин, а где он может быть? Как думаете? О. Нет. Там меньше штучек. Нигде нет. Чё? Давайте опять взорваться. Непонятно. Куда не вижу. Надо засейвиться. Сохранение данных. Как она работает? Поднесите к моим нейросенсорным контактам. Мультиключ активирован. Мультипас. Сработал. Что тут у вас? Руки лампу держат. И что теперь? Здравствуйте. Спасибо, что выручили. Без ключа я как без рук. Одну минутку. Мы ее починили или сломали? Система самовосстановления полимерных соединений. Терешкова новейшая модель. В ее создании участвовала настоящая актриса и космонавтка. Вот уж на что мне пофиг, так пофиг. Веришь, нет? Другое дело. А сейчас, если позволите, я хотела бы произнести речь. Здравствуйте, дорогие товарищи! Добро пожаловать на выставку народа. Угомонись. Не хочу заслушать. Дверь можно открыть, да? Или нет? Стрел. Что тут есть? Доставки. Инструкции. Он за мной следит. Если. Я цветок украл.
Что мне надо сделать? Или все четко? Странно, но Терешкова их любит, хоть и робот. Цветы! Отдай ей цветы! Сейчас, да. Еще что-нибудь есть? Что такое? Вроде. Отзывы, отзывы, отзывы. Так, ну я набрал что-то там. Ты чё несешь? Какая нахрен речь? Тут трупы кругом, кровь лужами, а ты тут вытанцовываешь. Мои алгоритмы сбоят от ужаса, но в моей базе данных не заложено вербально-визуальных инструментов, призванных выражать страх, ужас, а также отрицательные или негативные эмоции. Конструктивно я была настроена только на позитив. Этот жуткий диссонанс моего поведения с окружающей обстановкой меня шокирует. Но я ничего не могу с этим поделать. Да уж, никто такого не ожидал. Ладно, мне необходимо срочно перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. В режим военных учений? Да-да. Это же означает еще большую агрессию систем пассивной и физической безопасности. Это может привести к гибели еще живых людей, если таковые тут остались. Вот именно, если остались. У вас тут одни трупы везде. Выполняй приказ, робот. Вы отдаете очень странный приказ. Все люди в комплексе убиты роботами, но вы не пострадали. Это странно вдвойне. Докажите, что вы человек. Я не стану выполнять приказы робота, мимикрировавшего под человека. И как я должен доказать тебе, что я человек? Харакири, что ли, себе сделать? Пройдите тест Дарвина. Докажите, что вы человек. Чего? Какой еще тест? Может, лучше башку тебе оторвать? Без ее помощи мы будем искать способы активировать режим учений катастрофически долго. С радостью подтверждаю эту информацию. Ладно, хрен с тобой. Давай сюда этот твой тест Дарвина. Что сделать-то надо? Докажите, что вы человек, пионер Нечаев. Положите на эту стойку по имени обращается, который олицетворяет главные ценности советского гражданина. Труд, искусство и жизнь. Ебучие пироги. Да что ж мне так везет на всю эту хрень? Че, как положить? Ну. А насчет теста Дарвина? Да-да, буду рада помочь, майор. Бери. Вот, живее тут ничего не нашлось. Так легко. Цветочки. И вершились в трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Заткнись, болванка тупорылая. Извините, сбой эмоциональных алгоритмов усиливается на фоне царящего вокруг ужаса. Так. Слушай, включи что-нибудь веселое, а то как конец света. Радио будущего. Изумительная музыка, самодулированная новейшим квантовым суперкомпьютером, основанная на предпочтениях и тенденциях современных исполнителей. Пошла. Теория вероятности утверждает, именно такие песни граждане будут слушать в будущем. Так ведь граждане уже сейчас их слушают. Получается, в будущем это будет музыка прошлого? А через 30 лет композиторы не будут это писать, потому что это уже написано? Ну тогда музыка будущего должна меняться каждую секунду. Верно подмеченный временной парадокс. А вы наблюдательны. Музыка будущего формирует музыкальный стиль в настоящем. Однако суперпозиция наблюдателя и изучаемой информации находится в самосогласованной петле. Простыми словами, мы с вами всегда слышим музыку будущего и в тот же момент определяем, какой она будет. Но если это значит простыми словами, то я боюсь, что там будет со сложным. Я ничего не понял. Блин, аж башка заболела.
Пальцы только береги, а то опять мультиключ искать. Молот вольного труда. Пионер Нечаев, вы блестяще прошли тест Дарвина. Скажите мне, кем вы хотите стать, когда вырастете, а? Космонавтом. Отличный выбор профессии. Желаю вам... Что ж, мне было приятно ваше внимание, майор. Теперь, чем я могу помочь вам? У тебя что, память сбоит? Мне необходимо объявить учебную тревогу и перевести комплекс ВДНХ в режим военных учений. К сожалению, это не в моих силах. Ты издеваешься? Но я могу предложить решение этой задачи. Дело в том, что активация режима военных учений невозможна силами одного робота. Для подобной процедуры требуется 2 робота, а не 1. И где мне взять вторую такую же идиотку? До начала этого жуткого кошмара мы работали в информационном зале вдвоем. Но в момент сбоя сумасшедшие роботы разобрали мою напарницу Клару на части. Ее по всему комплексу, что ли, растащил? Именно. Как вы узнали, дорогой товарищ? Богатый опыт. Мне что, теперь искать ее части по всему ВДНХ? Если вы установите в меня привод административного управления комплексом, я смогу подсказать, где искать части несчастной Клары. Это лучше, чем ползать вслепую. У меня мало времени. Где находится административный привод? Бред. Прошу за мной. Так, все, сохранились, да? Так, ну все, я думаю, закончим на этом. В принципе, нормально поиграли, много прошли. И как раз такой следующий этап можно будет на следующем стриме посмотреть. Поэтому спасибо всем, кто был на стриме. Доброй ночи и до скорого.